Привет, друзья! Вы на канале Любитель Трофеусов. И сегодня у нас не просто обзор, а разговор на чистоту. Здесь я говорю только правду, без прикрас и маркетинговых подвохов. Я сам прошел через боль потери любимой рыбы. И поверьте, это тяжело. Поэтому сегодня только честный опыт и факты, которые помогут вам не совершить моих ошибок. Многие новички считают, если рыба активно ест, она здорова. Друзья, это главная ловушка. Трофеус – это мастер маскировки и, к сожалению, неисправимый обжора. В природе он постоянно занят соскабливанием водорослей и будет хватать корм, пока буквально не лопнет. Его аппетит – это не показатель здоровья, это его инстинкт. Мой опыт прост. Трофеуса всегда нужно держать в легком пищевом тонусе. И еще о важном. Многие говорят, смотрите на живот после еды. Но давайте будем честными. Любая здоровая рыба после еды выглядит округлой. Это нормально. Бить тревогу нужно, когда после кормления рыба перестает быть активной, прячется или стоит в одном положении. Вот это прямой сигнал, что желудочно-кишечный тракт не справляется. Кстати, пока мы не углубились в анатомию, хочу спросить у вас, а с какой самой сложной проблемой вы сталкивались при содержании своей стаи трофеусов? Был ли у вас опыт борьбы с вздутием, или может вы нашли свой идеальный рецепт кормления? Напишите об этом в комментариях. Давайте соберем базу опыта, чтобы каждый из нас смог сберечь свою стаю. Я читаю все комментарии, а лучшие советы закреплю в топе. Давайте разберем, почему все так сложно. Ветеринарные исследования подтверждают, у трофеусов чрезвычайно длинный кишечник, как у строгих вегетарианцев. В природе они соскабливают водоросли двухвершинными зубами. Вместе с ними они заглатывают микроскопических рачков, но это ничтожно малый процент, который идет в связке с огромным количеством клетчатки. Клетчатка работает как щетка, проталкивая пищу. Когда мы даем концентрированный белок без клетчатки, пища застревает в длинном кишечнике и начинает гнить. Это идеальная среда для жгутиконосцев Спиринуклеус и Гексамита. Бурное размножение этих паразитов и есть причина вздутия. Но рыбам необходим белок для роста и энергии, поэтому я готовлю специальный фарш, который содержит достаточно белка, но не так опасен, как мотыль, трубочник или артемия. Я даю его строго 2 раза в неделю. Такой сбалансированный состав дает рыбе все необходимое, но не дает ей погибнуть от вздутия. И еще одна правда. Если рыба зависла в углу и не ест, не пытайтесь ее подкормить. Больная рыба не будет есть. А корм просто будет лежать на дне и гнить в воде, поднимет аммиак и добьет вашу стаю. Запомните золотое правило: лучше не докормить, чем перекормить. Берегите своих питомцев, ведь потеря – это всегда больно. Я думаю, что профилактика и лечение от вздутия также важна для новичков. Это видео я обязательно выпущу и добавлю в видеоэнциклопедию аквариумиста на моем канале. На этом канале я делюсь своим горьким опытом, через который прошел сам. И если хотите, чтобы я выпустил видео, как я пошагово готовлю фарш и процесс его приготовления, напишите в комментариях «Хочу рецепт фарша». Если наберем много откликов, я сделаю отдельное видео. Ставьте лайк, если вам было интересно. Это в первую очередь помогает продвижению этого видео. Подписывайтесь на канал Любитель Трофеусов. Здесь только правда, без прикрас. Давайте вместе убережем новичков от тех ошибок, которые могут стоить им целой стаи трофеусов. До встречи в новых выпусках. Всем добра!